устал от карантина. И страны мечтают, когда к ним снова приедут туристы. И вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции, чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не могу. Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Боже, как ты хорошо в этой скатерти в крапинку. Просто воздушно. Ой, Антон, комплимент за комплиментом. Всем привет! Это Орел и Решка. Чудеса света. Мы сделали невозможное. Несмотря на то, что многие европейские границы закрыты, мы пробрались в Грецию, а? И у нас впереди целых 2 греческих чуда. Легендарная гора Олимп и парящие скалы, метеоры. Получается, чудо света 2, а монетка 1. А? Ой, Антон, ты такой умный. Сейчас как все ты это математики, делаешь? вот так. Орел. Решка! Антон, я готовилась к этому моменту всю свою жизнь. Смотри, что у меня есть. Давай сюда, Горгона, Гетера, Мегера, не знаю, кто ты там. Давай, шуруй, я на Олимп на лимузине не доеду, так что придется тебе пешкадралом. Иди туда, откуда пришла, царство куда? Аида, все, Антон, давай. а куда идти? Ради этих греческих чудес мы будем буквально витать в облаках. Первое – обитель древних богов гора Олимп. Второе – парящие в воздухе монастыри-метеоры. Два самых священных места для греков – древних и современных. Так что сегодня держим голову высоко и идем только вверх. Навстречу к божественным чудесам. Ну, конечно, в аэропорту Салоник никакие боги тебя не встречают. До Олимпа еще далеко. Но чтобы туда добраться, деньги все-таки нужно обменять. А нет, все-таки есть тут один бог. Вот там, в обменнике, Гермес сидит, покровитель воров. За $100 всего 73 евро, грабеж. Мой вам совет, не меняйте деньги в этом аэропорту. Минус $10, капец. Карантин. Удобнее всего добираться до горы Олимп из города Салоник. Удобнее всего добираться до горы Олимп из города Салоник. Удобнее всего добираться до горы Олимп из города Салоники, но туда тоже нужно доехать. Такси. 20 евро. Дорого. Автобус. 2 евро. В 10 раз дешевле.
Thank you. Даже не 2 евро, а евро 80. Это в 10,1 раз дешевле. В 10 раз дешевле, в 10 раз дольше. Мистер Манолис! Ай, у вас кабриолет! Это же настоящий автомобильный символ богатства и роскоши, да, мистер Манолис? Can I go to the car? Наконец-то! Наш! За мной! До центра города ехать 45 минут. Посмотрите пока на Василису, а я в царство Морфея. Едем на моем элегантном кабриолете с элегантным Манолом. Наше новое элегантное чудо света – метеоры. Но что, естественно, мне больше всего нравится в этой офигенной тачке, это, конечно же, полное отсутствие крыши. Вы что, специально так разогнались? 120 километров! Нам кажется, что Греция – это сплошные курорты с белоснежными домиками, пляжами и отелями. Но есть тут и совсем обычные города. Например, Салоники. Курортом Салоники не назовешь. В городе ни одного пляжа. Нет, море тут есть, но оно буквально заковано в бетон. Ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Боже ты мой, вот и заново еще раз родился. Хотел бы я, чтобы вы увидели город таким, как я его вижу. Ну ладно, чего я скромничаю? Показываю. О, а вот и оператор вида снимает. И на смартфон, как у меня, повторяет. Заметили, как быстро фокусируется на объектах? Это все потому, что у Samsung Galaxy Note 20 Ultra лазерный автофокус. Он очень быстро перестраивается за доли секунды. И картинка всегда четкая. С таким смартфоном киностудия у вас в руках. А вот ценители античных мифов и легенд, держитесь. В Салониках куда ни плюнь, везде попадешь в какое-нибудь древнее божество. Вот посреди города триумфальная арка Галерия. Покровительницей этого места считают богиню войны и победы Афину.
А вот прямо в центре развалины древней рыночной площади, Агоры. Говорят, что богом-покровителем этого места был сам Зевс. Владел небом, управлял земной жизнью, еще и рыночную точку крышевал. Бог божит, божит. Только представьте, 2000 лет назад здесь были бани. В них люди отмокали в каменных ваннах. А на втором этаже был древнегреческий публичный дом. Покровительствовал этому месту, само собой, Эрос, бог любви и продолжения рода. И мой личный кумир. Когда люди строили все эти древности, они даже представить не могли, что через 1000 лет тут вокруг будут разъезжать машины, люди будут фоткаться на смартфоны и гонять на гиробордах. А представляете, как бы они обалдели, узнай про сайт Е-каталог. Здесь в одном месте собрано более 1000 интернет-магазинов. Если надо что-то купить, сначала заходишь сюда. Выбираешь раздел, ну, например, гироборды в разделе «Спорт». Так, можно сразу установить ценовой диапазон и сузить поиск. И сайт мигом покажет товары и где, в каком магазине они будут дешевле. Прикиньте, как здорово. Не знаю, как раньше люди без Е-каталога обходились. Реально же ускоряет время поиска. Антон Эросович грезит античностью, у нас, богачей, планы куда более высокие, прям как метеоры. Господи, да не... Посмотрите, на пол горизонта. Вот они, эти монастыри, прямо перед моими глазами. Я не могу поверить, что там наверху ютятся маленькие домики. Это правда? Метеоры – это не просто какие-то там горы. Это высокие утесы, идеально отполированные водой и ветром. А на их верхушках, только представьте себе, возведены монастыри. 6 действующих православных монастырей. Просто невероятно. Себя чувствуешь таким маленьким муравейчиком по сравнению с вот этой вот всей величиной. Это похоже на какие-то корабли, каменные корабли гигантского размера. Это настоящее чудо света! Боже мой, ну какая красота! Дословно метеоры переводятся как «парящий над землей». И правда, монастыри находятся на 300-метровой высоте, а высшая точка достигает полукилометра. В монастыри вход что для бедных, что для богатых стоит одинаково – 3 евро. Как говорится, перед Богом все равны. Первыми в метеоры пришли отшельники еще 1000 лет назад. Они жили в природных пещерах. А когда на эти земли стали нападать турки, албанцы и крестоносцы, со всей Греции сюда начали приходить монахи и селиться вон там, где их никто не достанет. Я решила посетить монастырь Святого Варлаама и воспользоваться уникальной возможностью поговорить с настоящим монахом. Эвлоита, Падре Пахомиус. О, Кириус.
В древние времена у монахов была тяжелая жизнь. Весь день они строили монастырь и выдалбливали пещеры в скалах. Стройматериалы и бочки с водой приходилось затаскивать на гору вручную. После работы монахи молились, спали всего 4 часа, а по большим праздникам на сон времени не было вообще, так как молитва длилась до самого утра. Питались монахи тем, что Бог послал, в основном овощами и фруктами. По выходным и большим праздникам разрешалось добавлять в еду оливковое масло. Сейчас, конечно, у монахов совсем другой уклад. Подъем у нас в 4 утра. Так рано, чтобы успеть подготовиться к утренней службе в храме. Она начинается в 5 утра. Потом у каждого есть время для своих дел. И только к 5 вечера мы снова собираемся на вечернюю службу. В общем, я поняла. Теперь монахам живется гораздо легче. Тяжелым физическим трудом они не занимаются, а нанимают строителей на заработанные на туристах деньги. Да и монахов здесь особо не встретишь. Говорят, что их от силы осталось пару десятков. И те редко показываются туристам, уединяясь в отдаленных гротах. Часто люди хотят уйти в монастырь, испытав безответную любовь или какое-то сильное социальное давление. Но единственной причиной посвятить себя монашеству может стать только искренняя любовь к Богу и внутренний зов к служению. Салоники какой-то неприлично спокойный и тихий городок. А местные греки, похоже, никогда, никуда не торопятся. Дело в том, что греческий рабочий день, он очень приятный. С утра они идут в кафе на чашечку фраппе, потом где-то 3 часа работают, потом 2 часа обязательной сиесты, отдыха, а потом снова 3 часа работы, а там уже вечер, таверна, отдых и сиртаки до утра. Не знаете, что такое таверна? Сейчас расскажу. Таверна – это символ Греции и часть загадочной греческой души. Ну, это если пафосно. По сути, таверны – это греческие рестораны, только еда домашняя, а обстановка попроще. Таверны бывают разные. Те, что в центре города, для туристов, те подороже. Цены, сами видите, 8 евро за блюдо. Но есть и таверны для местных. Там цены в разы ниже. Как определить хорошую нетуристическую таверну для местных? Рассказываю. Ну, во-первых, интерьер максимально простой. Обычные стулья, такие же столы, накрытые клеенчатой скатертью. Во-вторых, контингент. Едят тут в основном местные, греческие греки. И в-третьих, персонал. Чаще всего таверна принадлежит одной семье. Семейный бизнес. Вот таверна Эдисаика, как раз такая. Ей больше 50 лет и работают тут несколько поколений одной семьи. Владелец – глава семейства. Сначала таверна работала как студенческая столовая. Но кухня Эдисаика пришлась по вкусу не только бедным студентам, но и местным. Теперь это их любимое место. В этой таверне действует такая схема. Платишь 3 евро, и за это получаешь горячее мясное блюдо, гарнир к нему, еще и водичку. Божественно. Знакомьтесь, мусака. Честно, не ожидал за 3 евро такой порции. Вообще, мусака – это такая греческая лазанья, только без теста. Состоит из слоя картошки, мяса, баклажанов, сыра и соуса. Смотришь на все это и понимаешь, что тут 3 миллиарда миллионов секстиллионов тысяч калорий и всего за 3 евро. Если хотите вкусной, сытной, домашней греческой еды, да еще и за минимальные деньги, вам сюда.
Конечно же, всех туристов волнует один вопрос. Вот как монахи вообще попали наверх и умудрились выстроить столько зданий на высоте в полкилометра? Легенды говорят, что на самом деле монахов поднимали на своих крыльях орлы и ангелы. Звучит, конечно, красиво, но вообще неправдоподобно. Вот как было на самом деле. Удивительно, но для строительства не использовали подъемных кранов. Сначала все таскали по высоким приставным лестницам, а уже потом начали использовать лебедки. Так поднимали и грузы, и самих монахов, и даже ослов и козлов. Сейчас, чтобы подниматься в монастырь, придумали вот такое подобие лифта. Но самое леденящее кровь зрелище – это как монахи переправляются с одной горы на другую. Они садятся в хлипкую кабинку и по натянутому тросу перебираются прямо над пропастью. А меня тем временем ждет не дождется мое чудо света – священная гора Олимп. Из Салоник до верхушки Олимпа турить 100 километров. Для туриста с рюкзачком есть два варианта добирания – автобус и поезд. Автобус – саляви. Поезд – здравствуй, ты дешевле и быстрее. Чем заняться целый час в поезде? Поиграть в древнегреческую игру с молодежью. Так, Афина. Димитра. Гермес. Аполлона. Гефест. Dionysos, Артемида. Αφροδίτη, Зевс. Ποσειδώνα, Гера. Εστία, Гея. Κρόνος, Дионис. You win. Yes! Да чему вообще учат эту греческую молодежь? Thank you. Все развлечения на метеорах какие-то неторопливые, созерцательные и любовательные. Но если вам вдруг наскучит просто смотреть эту красоту, нанимаете гида-альпиниста за 60 евро и лезете на одну из скал. А сейчас я почувствую на своей шкуре, что чувствовали монахи, когда забирались на горы. Вообще, альпинисты всего мира просто обожают метеоры. Они считают, что именно эти скалы идеальны для тренировок. Тут есть все возможные углы наклона, разные горные породы, маршруты любого уровня сложности. Прямо природный скалодром. I can go, yes? Так, начинаем наше... О, боже мой, я сделала только 3 шага, уже как-то сложно. I should put off my legs on some дырки, on some... Окей, хорошо. Ага. Так, вы понимаете, да, что единственная моя страховка – это вот этот вот парень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, окей. It's only start, yes? Yep. Я прошла буквально 5 метров и уже так зачухалась. Как это делали раньше монахи, я вообще не представляю. Все будет зависеть только от меня. Значит, все будет плохо. О, Господи, какой кошмар. Я сейчас туда тоже полезу. Are you okay? Yes?
вот это, I should, yes, ага. Так, я должна отсоединиться. Все, пошла тогда. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это очень сложно. Ребята, Так. Это очень жалкое зрелище. Фух. Ай, подождите! Ой-ой-ой-ой! Ноги прям скользят. Так, тихо. Ой, блин, я боюсь дальше. Ой. Почему никто никогда не предупреждает? Ох. Ой, все, главное, короче, я поняла, главное не смотреть вниз. Просто тупо делаешь то, что ты можешь, а вниз смотреть не надо. Ой, боже мой. И опять я это сделала, я опять посмотрела вниз. Так, дырочка, ножичку в дырочку. Ой-ой-ой, точно меня держишь, мужик, а? Все? Какой кошмар! Какой... Like this, yes? Ой, боже мой, все. Меня сейчас тошнит. И все же залезть на метеоры стоит, хотя бы потому, что это развлечение на грани запрета. Монахи считают все эти восхождения оскорбительными, ведь метеоры, по сути, храм. Вот представьте себе, любой храм, на который регулярно лезут люди со всего мира, еще и соревнования устраивают. No, no, no. Василиса, please don't see to the вниз. Ой, господи, аж сердце в пятки уходит, боже мой. Я так трогаю, блин. Ладно, не держит. Меня все, он же профессионал, я же не такая лохандра, чтобы умереть в Орле и Решке в первом же сезоне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй! Нет, нет! Это ступа! Блин, колючие, что ж ты делал? Мне очень больно. Они колят, попу колят. Спаси, пожалуйста. Спасибо. Что ж такое? Ну почему я не могу ничего сделать нормально? Ну вот под конец еще и в кусты упал. Это ужасное развлечение. Ой, у меня... Посмотри, у меня вся попа в иголках. Фух. Ну что, как я выгляжу? Отдохнувший, свежий? Это развлечение не для маленьких принцесс. Так что подумайте несколько раз перед тем, как оплачивать такие себе приключения. Городок Литохара – последняя остановка на пути к Олимпу. Дальше только вверх.
У меня две новости, хорошая и плохая. Начну с плохой. От Литохора до вершины 25 километров. Хорошая. Первые 18 можно проехать. Правда, ни маршрутки, ни автобусы туда не ходят. Можно, конечно, доехать туда на такси за 25-30 евро, но древнегреческий бог Экономикус мне этого не простит. Так что автостоп. Гостеприимство! Папа. И вам привет. Олимп, Афродита. Hi, guys. Боже, храни вас Зевс. Я за вами. Hi, guys. Hi. Are you okay? Yeah, we are. It's just a bad driver. Maybe you need a fourth passenger. Well, they are going to the... Олимп? Yeah. Me too. Me too. Can I go with you? It's okay? Thank you so much. Ой. Сань, сорян. Тебе места нет. Увидимся на Олимпе. Хранят тебя боги. They are hitchhiking as well, or? Не в ту сторону, не в ту, нам туда. I know. Just, I need to get to the smaller... Let's do... Yeah. Good. Переночевать на вершине метеора может только монах. Но, извините, я не собираюсь монахиней становиться. Поэтому я выберу самый лучший отель в здешних местах. Отель так и называется «Метеора». 5 звезд он с неба не хватает. Так, всего 4. Но ничего не поделаешь. 5-звездочный к моему приезду построить не успели. Конечно, не президентский люкс, но и не монашеская келья. Откровенно признаюсь, номер простоват. Обычно нам, богачам, подавай что-то с красным деревом, каррарским мрамором и личным дворецким. И я даже уже собиралась затеять скандал по этому поводу. Как тут... Вообще, нормальные люди взбираются на Олимп в сопровождении гида. И стоит это, сами понимаете, недешево. От 150 евро. Но к моему бедняцкому счастью, самостоятельные восхождения на гору не запрещены. Ребята, которые меня подвезли, конечно, укомплектованы по полной. Трекинговые ботинки, трекинговые палки, трекинговый настрой. У меня из всего этого только настрой. Да и тот не особо трекинговый. Моя цель на сегодня – добраться до горного приюта Спилиос Агапитос. Там переночевать и уже с самого утра выдвинуться на покорение вершины Олимпа.
Весь маршрут от подножия до приюта Спилиос Агапитос у бодрого путешественника занимает около 3 часов. Дорога не столько сложная, сколько выматывающая. И лучше, конечно, начинать идти отдохнувшим с самого утра, а не как я. Подъем становится круче, воздух холоднее, я потасканнее. Спасает только вид вокруг. Полное ощущение, что путешествуешь по заколдованному лесу. Ну понятно, 2000 метров. Ясно, почему так холодно. Секундочку. Красотища. А вот и мой горный приют Спилиос Агапитос. Я все. Уже темнеет, ноги не слушаются, чувствую себя как Ахиллес, натер пяточку, а до вершины еще 900 метров. Сейчас 5 минут посижу и пойду регистрироваться. Уважаемые зрители, если вы найдете наш кладик в $100, то вам несказанно повезет, потому что вы посетите прекрасное место. Чтобы отыскать клад со $100, по дороге из монастыря Метеоры остановитесь на съезде возле церкви Панагия. Пройдите 300 метров и увидите пещеры. Вот во второй пещере от дороги и спрятана наша бутылка. Лучший вариант богатого вечера в Метеорах – это устроить себе изысканный ужин у подножия скал. Ну а мы не жили богато, не будем и начинать. Ночлег в этом хостеле на первый взгляд стоит недорого, но... Мало того, что 13 евро за ночлег, так еще 7,5 за постельное белье. Ты обязан его покупать. Окей? Это такая мера на период коронавируса. Чтобы спать, нужно или приходить со своим бельем, или покупать одноразовое. Thank you. Thanks. Дион. Моя. В остальном же все как в любом другом хостеле. Купе расширенного типа. Двухъярусные кровати из ништяков. Обогреватель не работает. А тут прохладно, я ж совсем замерзну. Не замерзну, Саня, тут клондайк одеял. Вот теперь точно чувствую себя как в поезде. Из развлечений тут ничего. И еще свет отключают с 10 часов вечера. А сейчас без 1 минуты 10. Доброе божественное утро рядом с Олимпом. Риэлтор, конечно, у богов замечательный. Недвижимость. Во, представляете, каждое утро вот такой рассвет.
Good morning. Good morning. Thank you so much. I go. In order to be safe, you need a helmet. Helmet? Yes. Напоследок мне еще втюхали шлем. Сказали, без него на Олимп не ногой. Можно взять поновее за 5 евро, либо старенький за 3. Yeah, thank you. $3 в обмен на жизнь. Не такая уж и большая цена. Thank you so much. I go. See you on Olymp. Я тут подумала, чудо чудом. Но какая Греция без моря и островов? Правильно, никакая. Поэтому я сейчас отправляюсь на море. Я уже чувствую попутный ветер, и через мгновение морская волчица прикажет отдать швартовые и поднять паруса. Ох, ты ж! Так, тихонечко. Все, everything is good. Everything's alright. I'm Вася, and you? Gerasimos. Герасимус, oh, Герасимус, what a beautiful. Герасимус, thank you. Так, we can go, yes? Yes, of course, of course. Dama the first, yes? Words don't erase your touch. I still feel you in my mind. Yeah. Are we close enough to reason? Stop me before I. Though it's a hard loss to deal with. Keep the memories alive. Ой, хорошо. В принципе, вторая половина пути почти такая же, как первая. Только камней больше, деревьев меньше. Ну все, облака меня догнали. Дальше пойду в них. Это, конечно, жутко романтично, но идти будет очень тяжело. Психологически быстрее устаешь, потому что не видишь цели. Ну все, все. Под покровительством Посейдона я решила отправиться на удивительный остров рядом с восточным побережьем Греции – остров Скопелос. Скопелос греки еще называют лесным островом. Раньше сюда ссылали преступников, а сейчас сюда приезжают богатые и знаменитые за свежим морским бризом и идеальной голубой каемкой моря. Но больше всего богачей сюда влечет полная приватность, чтобы ни одна папарацци не поймала твое Ким Кардашьяновское тело в объектив. И можно было спокойно сделать вот так.
пока что самый тяжелый участок пути. И дело не в угле наклона, а в том, почему ты идешь. Эти камни постоянно выскальзывают из-под ног и делают все, чтобы высосать из тебя максимум сил. Вот этот последний участок пути самый адовый. Идешь там, кажется, что до вершины, но рукой подать минут 15 максимум. А заняло это времени час, если не больше. И очень холодно. Высоко-высоко на Олимпе царит Зевс. Сидит он на золотом троне. А рядом с ним его жена Гера и 10 олимпийских богов. Сладостно и радостно живется на Олимпе. Нет там ни дождя, ни снега. И вечно счастливое, радостное лето. Так вот, брехня это все. Тут холодно и нифига не видно. Все, вершина. Олимп! Ну, если говорить полную правду, то это одна из 52 вершин Олимпа, потому что это не гора, а горный массив. Эта вершина называется Скала, но каску я брал не для нее, а вон для нее, вершины Митикос, самой высокой вершины Олимпа, да и всей Греции. Говорят, именно на верхушке Митикоса живет всесильный Зевс. Над его обителью всегда сгущаются облака. Они будто прячут Бога от глаз простых смертных. В обычную погоду Митикос не самая труднодоступная вершина. Но из-за непогоды и усталости я не уверен, что туда заберусь. О, смотрите. Судя по всему, ребята как раз на Митикос собираются. Но у них снаряжение опытные, любящие жизнь. Привет. Извините, ребят. Я хочу подняться на Митикос. Как думаете, у меня получится? Потому что погода ужасная. Тебе лучше спуститься и начать восхождение по другому пути и с нормальной экипировкой. Здесь начинается маршрут Кокошкала. С греческого «плохая лестница». Это очень неудобный маршрут. Тебе придется ползти на четвереньках. Тебе лучше спуститься вниз. До Митикоса 2 часа, а потом еще вниз 7 часов. До заката ты точно не успеешь. Поэтому спускайся сейчас и очень быстро. По вот этому пути. О, ну вот, обломалась моя самая высокая вершина. Если будете на Митикосе, передайте привет Дионису. Дионис, это мой самый любимый бог. Окей. Спасибо большое. Фу. Что ж, забраться прямо в гостиную греческим богам мне не удалось. Но если что, моя вершина всего на 31 метр ниже самой высокой точки. Так что можно считать, что на Олимпе побывал? Все, я вниз.
Теперь это твои проблемы. А знаете, в таких местах даже и в соцсети заходить не хочется. Но кое-что проверить надо. Дело в том, что на днях на Е-каталоге выбрал себе ноутбук. Но пока еще не покупал. Пока что слежу за ценой. Сайт Е-каталог отображает, где, в каком интернет-магазине выбранный товар дешевле. Конечно, можно сразу перейти в магазин и купить. А можно добавлять в избранное. И в личном кабинете следить за динамикой цены. Информацию обновляют каждый день. Вот сейчас гляну, какая цена на мой ноутбук сегодня. О, ну вот. Кстати, подешевело. Очень и очень приятная цена. Так что, ребят, перед тем, как что-то купить, обязательно проверяйте цену на Е-каталоге. Красиво, правда? А приплыла я в столицу острова Скопелос, которая называется Скопелос. Это образцовая греческая приморская деревушка. Тихая, спокойная, умиротворенная. Здесь никто никуда не спешит. Так и спешить особо некуда. Весь город можно обойти за полчаса. Как непривычно гулять по городу, в котором нет машин вообще. Да еще из-за лестниц здесь нет даже велосипедов. Говорят, город специально строили с кучей лестниц и тупиков, чтобы морским пиратам было труднее его захватить. Вдобавок, по этим ступенькам еще и лили оливковое масло, и подниматься по ним было невозможно. Судя по всему, способ работал, потому что пиратам захватить Скопелос так и не удалось. Это прекрасно. Аппетит я себе нагуляла. Пока сюда поднималась, поняла, в какой же каламбур я попала. Я на острове Скопелос, в городе Скопелос. Буду сейчас есть пирог Скопелос. Ну, благо ресторан называется не Скопелос, а Скафелос. Орест, 40. Похоже на кишку какую-то. Так, а что это мне здесь принесли? Очень странный какой-то пирог в форме улитки, назовем это так. По сути, пирог – это приготовленная во фритюре колбаска из теста с козьим сыром. Вот он какой Скопелос. Ну, короче, это пирог, обжаренный во фритюре. Естественно, я чувствую гигантское количество оливкового масла, мы же Греция. Вот, и сам сыр. По 10-бальной шкале я даю ему твердую... Но на самом деле, Скопелос, я бы тебе поставила 0. Потому что ты ничем не лучше, чем обычный бублик. А знаете, повторю не раз, ведь с премиальной картой MasterCard я всегда могу позволить себе самое вкусное, комфортное и интересное. А еще и консьерж-сервис на связи 24/7. Он-то мне и подсказывает, куда за этим самым-самым стоит приезжать. Собрался он на вершину. Спускаясь с Олимпа, я включил 5-ю передачу, но все равно вернулся в Салоники уже к вечеру.
После заката город преображается. На улице высыпают толпы народа. Под каждой стенкой в каждом углу ютятся столики. Греки ужинают, общаются и веселятся. Ребята, вот это чисто греческая традиция. Танец в стиле пьяного моряка. Заинтриговал? Сейчас расскажу. Этот танец называется зейбекико. Определенных движений в нем нет, только какие-то эмоциональные шаги, приседания и повороты. Вот то, что сейчас происходит, это огромная редкость. Сейчас в Греции в общественном месте это запрещено. Обожаю запрещенку. Считается, что в танце грек выражает свою боль и тоску, поэтому прерывать его – страшное неуважение. Тарелки бьют от переполненных чувств. Ну, вроде как у нас разбивают бокалы на счастье. Кстати, раньше в тавернах били настоящие тарелки, а сейчас выпускают специальные легкие тарелки для зейбекико. Это были божественно красивые и дьявольски выматывающие 2 дня. Блин, я боюсь дальше. Они дали понять, что чудеса не любят спешки. О, вот! Вы что, специально так разогнались? Так что, если соберетесь на святые места, выкроете хотя бы неделю. Это, конечно, жутко романтично, но идти будет очень тяжело. А то, как говорится, мы предполагаем, а боги располагают. Ну вот, обломалась моя самая высокая вершина. А что-то... Yes? Ага. Не в ту сторону, не в ту, нам туда. Они колят, папа колят. Гостеприимство. Can I go to the car? Да чему вообще учат эту греческую молодежь? Греция, ты мне уже нравишься! Ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Боже ты мой, вот и заново еще раз родился. $12 миллиардов 906, 907, 908, 99, 100. На сегодня хватит. Антон, что случилось? Выглядишь ужасно. Я покорил Олимп. Пускай не самую высокую вершину, но все равно. Слушай, а я опять ничего полезного не сделала, а? Созерцала метеоры. Но это услада для моих глаз. Каталась на яхте. Но это тоже в удовольствие. Так сделай полезное прямо сейчас. Ой. Неси. Ой, нет, вот это вот мне не нужно, потому что на следующем чудесвете будет только rich and beautiful, потому что мы отправляемся в Санторини. Пойдем в Санторини. Боже, там нет гор, слава богу. Верни, пожалуйста, мне венок, а то это реквизит, там 5 евро. А, тебе воронежский тюз обратно отдавать? Ты что за воронежский тюз, а? Может быть, Большой театр?